Всем здрасте! Сегодня мы собрались здесь по тому поводу, что получилась такая конструкция. Сюда подходит шланг, стало быть, здесь будет литься вода. Вот эту вставку я уже вам показывал в одном из опытов. Второстепенно, здесь две пластиковые резьбы, ФВ-пласт, держат они замечательно. Так как я без вас, пока вы не видели, я проверял давление, все классно. И вот эта вставочка мне помогла срастить два шланга, иначе бы мне не хватило. Итак, зачем такая конструкция? А вот зачем. Здесь поступает вода и льется, льется, льется. Потом, когда сюда мы привариваем край, вода начинает наполнилась и льется здесь, льется, льется и так далее. И будет литься до тех пор, пока мы не приварим все трубки туда, где они и должны быть. Для чего это? А мы их приварим и потом пустим давление. И увидим, отвалится что-то от воды или не отвалится. Сама природа того, что полипропилен нельзя варить, когда у вас капает вода, она и так, в принципе, ясна. Так как если вы варите, особо-то я не вдумывался, но я считаю так, что если вы варите, потом вы вынули 270 градусов поверхности, у вас, предположим, вода, капля попадает на разогретую поверхность, и она испаряется якобы, создается какое-то избыточное давление, и она выход себе находит пар через разогретый полипропилен. Либо, как вариант, другое объяснение, то, что она быстро остужает полипропилен, и он уже не происходит процесс диффузии такого, какой он должен быть. Сварочный аппарат у нас нагрелся. Все, вот такие капли. Предположим, не смог сантехник перекрыть полностью воду, и она капает. Я надел проваковскую насадку. Температура 260, 262 градуса. Ох, дела. Как она шипит. Как она шипит. Так, а потом, наверное, мы уже... Кипит, она кипит просто. Она просто становится очень нагретой, горячей. Это вообще крахтунг. Блин, как она прям аж руку собака обжигает. Так, а ведь нам надо ее полностью сначала заварить. Хорошо. Берем экопластик и привариваем. И вы ее, предположим, приварили. Она там закипает, вода. Да. Это кошмар, товарищи. Это кошмар. Зато вы наглядно увидите, почему нельзя варить с водой. Ведь не все знают то, что нельзя варить с водой. А это нельзя. Но это очень быстрый поток. Когда по чуть-чуть, по капельке, там еще можно как-то вырулить из этой ситуации. Но когда она фигачит так сильно, тут уже точно не вырулишь. Она уже наполнилась. Увидите? Вот так. Самое оно, да? Самое оно. Отлично. Сейчас она тут у нас наполняется и начинает переливаться оттуда. Проваква. О, знаете, какая вибрация там идет? Она ж кипит, она прям кипит, там вода. Гарантированный провал. Экопластик. Хотя кто-нибудь может и выживет, я в этом, можно сказать, сомневаюсь, что кто-то сможет выжить из этих трубок. Ага, температура, при которой мы работаем, вот так этому значению равна. 20 градусов. Так, все, поехали. Угу. Это пластик. Отлично. Просто не знаю. А я, кстати, один раз видел. Я не пойму.
Она реально бурлит, кипит. О. Опа. Так, изначально мы все протрем сейчас сухой тряпочкой. Ну, это у меня будет перчатка. Для того, чтобы видеть, будут ли потеки или не будет потеков. Скорее всего, потеки будут, я уже знаю даже 100%, что они будут. Я видел, даже без давления, можно сказать, она потекла, одна из. Я не знаю, на камеру это было видно или нет. Если это было видно, ладно, а если не видно, то я вам покажу. И вообще, вот вы видели, наверное, как туго вынимался сварочный аппарат, когда в муфту засовывали, потому что он охлаждался и тем самым, ну, короче, застывал нахер. Вообще не успевал он прогреться. Вынимался. Опа. Вот она уже течет. Вот, все. Готово. Она уже течет. Ну, с этими пока все нормально. Во всяком случае, мы сейчас давление дадим, чтобы вы струечку посмотрели. Мне показалось, и тут течет. Нет, тут пока ничего. Ладно, все, поехали. Опрессовочка, значит опрессовочка. Одеваем очки, дабы не было ничего. Поехали. Все, вот, пожалуйста, вот он, ручей. Оу, четкий ручей. Ручей просто. Давление падает очень быстро. Вам, кстати, видно или не видно? Да, все видно. Давление падает просто настолько быстро. Закрываем его. Что у нас тут кто? Так. 4 атмосферы. 6 атмосфер. И у нас есть следующий кандидат. Только не пойму, где он. Вот здесь он. ФВ-пласт. Смотрите, вот она, вода набирается. 6 атмосфер. И ФВ-пласт себя проявил. Так давайте пометим. Шестерочка это ФВ-пласт. Это вообще на нуле умерло. Ой, тут течет. Ага. Еще и Валфекс у нас тоже. Все. Готов. Валфекс у нас потек. Фу, блин. Все они из-под нижней муфты фигачат. Поэтому, если на крайний случай вам пришлось все-таки сварить трубки с водой, варите изначально эту штуку, ну, приваривайте муфту к трубе, а потом уже только здесь завариваете. Вот, смотрите. Вот, пожалуйста. Вот он фигачит. Ладно, у нас еще остались. Кто это? Ну, экопластик и... Экопластик остался. Все, экопластик один закончился. Все из-под нижних муфт. Ну, тоже 6 атмосфер. Давайте так и напишем. 6. Вот тут 6. Кстати, я муфту перепутал. Валфексную напихнул. На экопластик, а экопластикскую на валфексную. Ну ничего страшного. Вон еще как держит с валфексной муфтой. Ну, давайте. Ой, я не закрыл. Допрессуем. А, не, вот она тоже. Подождите, это кто? А, у нас еще про аква не сдавалась. Ну, она тоже, вот. Пофигачила под нижней муфтой. Про аква тоже у нас сдалась. Иссякла. Но она у нас ведь долго держалась. Там, давайте десяточку-то ей нарисуем. Что-то я не посмотрел. Ну, она что-то пусть около десяточки. И экопластик еще один. Тоже есть какая-то просадка, ну. Все, этот мы закрываем. И теперь будем ориентироваться
35. Какой 35? 25. 30. Да ну, Экопластик, ты с ума что ли сошел? С валфоксной муфтой. Как сговорились? 35. 40. Блин. Вот, блин. Валфокс и Экопластик оказался замечательный тандем. Их не берет даже вода. Ой. Вот и расскажи людям, как делать нельзя. А она возьми нитики. Не види, не види. Ну что мне тут сделать? Нету? Так, раз пошла. 45. 45. 45 бар. Блин. Жива. Жива. Итак, я перепутал. Экопластик навальнул на... Подождите, а это что? На Валфокс. У нас на 6. А Экопластик с Валфоксом у нас бахнуло на... Да вообще не бахнуло. Что делать, не знаю. Ну, давайте. Сейчас у меня есть идея. Я вам все покажу. Итак, друзья, я нашел решение, каким же образом показать вам, как подтекает у нас вода. Я камеру посадил в аквабокс. И сейчас мы узреем все. Открываю кран. Хотя бы мы сейчас посмотрим, сколько давления в системе в частном доме. Опа, шестерочка, 6 атмосфер. Никаких редукторов, херукторов. Все нормально, полет годный. Итак, как первый Экопластик мы просто открываем. И он у нас... тут у нас заглушка глухая. Так, теперь давайте открываем. Вот она, струя. Струя. Это ФВ пласт. И все идет из-под низа, с нижней части. Хорошо. Включаем следующего. Это у нас... Не понял, а где вода-то? Она при 10 потекла. Надо же, как удивительно. А сейчас не течет. При 10 потекла, сейчас не течет. Тоже видите, какой коварством каким она обладает. Вот. Это у нас пошла как следует. Смотрите, сколько воды. Вот она в разные стороны брызгает. Теперь нет, белый мы на потом. Ох, этот сильно протекает. Вот как фигачит. Все из-под низу. Валфокс. И теперь РВК. Ой ты, блин. Вот он. Давайте посмотрим. Помыли камеру. Вот так вот и фигачит он. И давление у нас просело. Слегка просело. Его закроем. Вот так у нас подтекает Валфокс. Да, надо стереть. Ну а с остальными, вот это при 6, вот она сейчас прокапает. При 10, которая потекла, вообще никаких эмоций на данном этапе. Ой-ой-ой, чуть-чуть тронул, смотрите, чуть-чуть стронул. Вон она вообще как пошла. О, она вывалилась. Она вывалилась. Ну и давайте попробуем все остальные, что ли, так? Они что-то... О. Итак, следующий. Ты у нас тоже при 10. Ага, все.
Видите, какой эффект? Они очень... Понятно. Вот не знал, что такое может быть. Что они так будут легко выниматься. Ну-ка, а ты? Нет. Никак, ребят. Последний никак не хочет. Поэтому считаем победителем Valvex в тандеме с экопластиком. И сейчас я поставлю снова на планшет, и мы рассмотрим, что же, почему же так произошло. Мы посмотрели, каким образом у нас влияет вода на свариваемые детали полипропиленовые. Вода, как мы выяснили, очень и очень пагубна. И знаете, что мне это напомнило? Вот сидит, значит, тут нормально, зуб. Приходим к стоматологу, она чик-чик-чик-пик. И нет зуба. Мне это очень знакомо, товарищи. Я надеюсь, что скоро я разделаюсь с ними. Не с зубами, а со стоматологами. Все это закончится. Ну ладно, это лирическое отступление. Итак, что же у нас произошло? У нас поверхность очень быстро охлаждалась. И она просто-напросто превращалась в неразогретую трубу. Тем самым процесс диффузии невозможен в данном случае. Так как молекулы одни оставались подвижными, те, что мы снимали. Точнее, мы их снимали, они были подвижные здесь. Здесь они были изначально неподвижные уже. Они от воды, остывали. И как бы полипропилен, он просто принимал форму. Но процесса сращения самого, как таковой должен быть, его не было. И поэтому все у нас повываливалось, товарищи, все повываливалось. И знаете, что так ни в коем случае варить нельзя. Есть, конечно, способы, когда можно варить немного с водой. Но для этого у нас должны быть муфты. Изначально привариваем на часть подвижную, а потом уже их ввариваем сюда. Но здесь можно забить хлебом. Хлебом я пользуюсь иногда. Но стараюсь вообще, чтобы пусть перекрывают там. Лучше не рисковать как репутацией, так и своим трудом, в принципе. Потому что все шишки повалятся на вас, что ты дурак, там не смог сварить. И это будет, наверное, правильно. Не стоит браться за такие рисковые операции. А так есть способ, как я уже начал говорить. Если мы забиваем немного хлебом, и у нас пока вода накапливается, мы успеваем разогреть, вода не течет, сварили, все прекрасно. Потом кто-то говорит, что можно туалетной бумагой. Но я проверю этот момент. И какими туалетными бумагами нам лучше делать? Хлебом, либо все же туалетными бумагами. Возьмем там Зеву, Хереву, там какие-нибудь 77 метров и т.д. И самую простецкую. И посмотрим, можно ли так или нельзя. Ну, все, товарищи. В общем, так не стоит делать. Сейчас я вам покажу изблизи. Смотрите. Скорее всего, вам затемненно будет и не видно. Но я сделал все, что мог. Все, всем спасибо. И до скорых встреч. Следующий у нас будет что-нибудь. Пока.